Забавно, насколько человек изменчив в своем поведении. У него есть семья, знакомые и, конечно, друзья. Но самое забавное начинается тогда, когда наши друзья и близкие могут нам доверить свои тайны. Существует множество неразгаданных тайн на земном шаре. Вы что-нибудь слышали про Черный мавзолей? А может, про гибель туристической группы перевала Дятлова? Это очень жуткие и наполненные ужасом истории, которые в действительности были. Но сегодня нам предстоит разобраться с усадьбой Глинки и тайнах колдуна. Для начала, чтобы вам не было так страшно, есть хорошие новости. Первое. Тот самый колдун — это не Гарри Поттер, и тайной комнаты здесь не будет. Второе. Поставив лайк на это видео и подписавшись на канал, вы очень сильно нам поможете. Спасибо. 1721 год. Яков Велимович Брюс. Благо, не Брюс всемогущий, но это спорный момент. Известен он был как маг-чернокнижник. Уже тогда ближайший соратник Петра Великого получил подмосковное село Глинково в награду за содействие в подписании Ништадтского мира. Архитектор, чье имя нам до сих пор неизвестно, возвел для графа дворцовую усадьбу. Брюс занимался не только математикой и астрономией, но еще варил лекарства и лечил крестьян. Уже тогда барина считали чародеем, но хорошо, что не алхимиком. Люди, которые жили по соседству, и все его окружение гласили о том, что в окна особняка влетали огнедышащие железные драконы. А летом, когда стояла высокая температура и невыносимая жара, пруд, находившийся в парке, просто замерзал, и все, кому не лень, катались на коньках. После того, как Брюс покинул наш физический мир, усадьба переходила от одного владельца к другому. Но, увы, каждый из хозяев разорялся на ней, и перед ними стояла нужда продать данное имение. Здание до сих пор продолжает привлекать поклонников русского Фауста. Для ясности картины, Фауст — это тот человек, который когда-то заключил сделку с дьяволом и продал ему свою душу, обменяв ее на бесконечные знания и удовольствие. Здесь становится понятно, насколько непростым был этот загадочный человек. Но становится интересно, почему и как покинул этот мир чернокнижник. Все дело в том, что время не щадит никого, и старость подобралась к нему очень близко. Красота, сила, ум стали в разы хуже. Здесь-то и Брюс решил изменить свою жизнь в лучшую сторону. Как оказалось, нет. Он принял решение помолодеть. Но для этого ему нужно было умереть. Хозяин дома дал своему слуге указание, и оно заключалось в том, что необходимо отрубить голову Брюсу, держа в руках волшебный меч, а затем окропить тело живой и мертвой водой. После отсечения головы слуга окропил тело мертвой водой. Тело колдуна срослось без каких-либо шрамов. Слуга ужаснулся, но не выполнил дело до конца. Ему необходимо было закончить ритуал живой водой. Страх переполнил душу слуги, и он сбежал из усадьбы. Магическую библиотеку Брюса искали множество кладоискателей. Но, увы, волшебные силы так отыскать и не удалось. Чернокнижник был настолько могущественен, что однажды темным и дождливым вечером, сидя в своей усадьбе, граф решил обратиться к потустороннему миру, вызвав оттуда мифическое существо – дракона. Далее он приказал ему выполнить все его приказы беспрекословно. Но, увы, существо отказалось выполнить приказы, после чего граф превратил дракона в ящера, а затем и вовсе в камень. Прямо-таки Медуза Горгона в живом обличии. Только та использовала свой взгляд. Замораживать воду, драконы, влетающие в окна – все это до боли жуткие рассказы. Но были ли действительно такие моменты проявления волшебства, которые оспорить практически невозможно? Брюс старался подчинить себе все и вся. У него был орел, который предупреждал о грядущих событиях, и даже чем они завершатся. Так, в конце 18 века управляющий усадьбы влюбился в служанку при господском дворе. И однажды, когда шел мимо орла на шпиле, увидел, что орел держит в когтях огромную золотую монету. Управляющий решил, это к богатству. И точно, когда он кинулся в ноги помещику, до 1791 года усадьбой так и владели потомки Брюса. С просьбой дозволить ему выкупить девушку, чтобы потом с ней обвенчаться, то получил согласие. По тем временам это было невиданное дело, ведь по общему правилу даже свободный человек
женившийся на крепостной девице, сам становился крепостным. А тут, узнав про монету в лапах волшебного орла, помещик продал жениху невесту. Это ли не волшебство? Существует парадокс и необъяснимое явление усадьбы Глинки. Спустя годы усадьба, переходящая из рук в руки, досталась купцу Ивану Усачеву. Но сам он там жить не стал, а использовал ее для своих хозяйственных нужд. Как вы думаете, каким получился результат? Верно, колдовской усадьбе это не понравилось, и производство Ивана потерпело упадок, а затем и крах. Спустя еще время поместье перешло к купчихе жене Колесова. Осмотрев усадьбу и внутри, и снаружи, ей очень сильно не понравились каменные скульптуры. Стены, на которых висели пугающие душу маски. Вокруг здания голые мужчины и женщины из камня. Одним словом, все это оказалось срамотой для хозяйки. Поломав все, что там было, часть останков использовали для строительства плотины на протекающей реке Воре. Но дело в том, что некоторых мраморных статуй расколоть не удалось. Тогда их закопали в землю. Все это не понравилось усадьбе. Река стала волновой, хотя всегда была спокойной. Крики и вопли стали доноситься из-под земли. Ходят слухи, что в мраморе были заключены люди, которых граф заколдовал. А самой Колесовой стал сниться граф Брюс. Далее Колесова включила режим Кларка Кента и со всех ног сбежала из усадьбы. Все эти сны сводили ее с ума. Время прошло, и уже в 1930-х годах в усадьбе устроили дом отдыха, а в 1948 году открыли санаторий «Манина». Работает он по воскресеньям, поэтому приезжайте и поглядите, как жили чернокнижники. В конце 20 века была произведена биолокация фундамента усадьбы Глинки, и было доказано, что под фундаментом есть тайные комнаты, в которых были обнаружены изделия из дерева и стекла разного вида колбы. Но самое главное, следов книги так и не обнаружено. Существует легенда, что как только в усадьбу явится наследник Брюса, нет, не кровный, а наследник по его черным делам, то тогда к нему в руки все передастся. Вся магия, все колдовские способности и книги. А до тех пор Брюс оставил после себя метку, и по сей день всю самую мистическую информацию никто не получит. Данный дом, подобный сестрам Холливелл из сериала «Зачарованные». Здесь есть книга таинств, открывая которую любой чужой там не обнаружит ничего, кроме пустых страниц. А открыв ведьма или колдун, найдет там все самые сокровенные заклинания. К примеру, заставят человека исчезнуть, переместиться в прошлое или будущее, стать Бальтазаром или Купидоном. А дом — это крепость, которая защищает своего хозяина и не даст возможности ни одному живому существу здесь властвовать. На территории есть еще несколько сохранившихся зданий времен Брюса. Здание Кардигардии, садовый павильон, лаборатория Брюса с нишами, в которых когда-то стояли статуи, а вырезанные из камня маски на наличниках окон по-прежнему усмехаются и гримасничают. После 1917 года усадьбу Глинки реквизировали и устроили там коммуну беспризорников. В 1931 году ее передали наркомпросу для организации отдыха своих служащих. Чтобы всем хватило места, усадебную церковь Иоанна Богослова середины 18 века перестроили под спальный корпус. Лишившись колокольни и купола, она стала напоминать двухэтажную коробку. И лишь портал с колоннадой, обращенный к пруду, позволяет ее узнать. Несмотря на все волшебные чары вокруг графа, он все же был человеком, которому присуще обыкновенное удовольствие жизни. Поэтому Брюс по праздникам развлекал гостей необычными фейерверками, состав которых он сам изобретал в своей химической лаборатории. Летом хозяин приглашал всех к пруду и предлагал покататься на коньках. Изумленные гости резвились на льду под сенью зеленых деревьев. Брюсу был пожалован титул российского графа. Он был одним из образованнейших людей своей эпохи. Он обладал поистине энциклопедическими познаниями и был первым российским ученым, работавшим с Исааком Ньютоном в 1698 году. Итак, Брюс Яков оставил свой отпечаток не только как чародея, волшебника и мага, но также и максимально умного человека, который постоянно что-либо изобретал, занимался математикой и астрономией. Можно сказать, что для времени, в котором он родился, он был действительно одним из самых умных людей. Доказать магию, которая происходила вокруг Брюса, сейчас точно нельзя. Никто из нас не был в тех годах, в том веке, не видел это своими глазами, но рассуждать можно много. Планета постоянно порождает невероятных людей. На каждом веку есть такие. К
К примеру, у нас сейчас это Илон Маск. Хорошо, что он не чародей, а то мир бы раскололся на 4 части. К сожалению, тайны усадьбы Глинки остаются только во времени. И только время точно знает все загадки. Только оно видело драконов и прочих мифических существ. Также на заданную нами тему сегодня есть книга про Брюса Якова, которую вы можете найти в свободном доступе в интернете и прочитать всю историю про этого человека. Загадок так и осталось множество, но сегодня мы окунулись в мир загадочного Брюса Якова. И хотим сказать спасибо тебе, Брюс, за эту историю. Мы были рады осветить тему усадьбы Глинки и тайны колдуна. Обязательно оставляйте свои комментарии, пишите, что вы думаете по поводу графа и усадьбы. Не забывайте подписываться на канал. А мы желаем вам спокойного дня и душевного настроения. До новых встреч, друзья. Пока.